Прямо сейчас основная часть работы и самая сложная часть головоломки по сути выполнена. У нас должен быть общий поток краев и выложены патчи. Ориентир должен соответствовать топологии, а петли сочленения должны быть на месте и симметричны с обеих сторон. Теперь нам нужно добавить дополнительные петли для поддержки первичных и вторичных складок. Клевета — это фальсификация, и убедитесь, что повторная топология похожа на оригинал, лепите как можно ближе без последних форм. С этого момента хорошо сглаживать тени на объекте и добавлять переключатели спереди и каркас, а также видимость объекта в список быстрого избранного, чтобы они были немедленно доступны. Теперь мы будем чаще всего переключаться между ними, чтобы увидеть разделенный конечный результат в режиме объекта. Так что убедись, что видимость модификатора включена для объектного режима. Давай пока сосредоточимся на добавлении контуров приближения для складок, так что опять же, это делается для того, чтобы захватить более острые края скульптуры, но также и для того, чтобы во время анимации получались более острые края. Начиная с первичных складок. Давай сосредоточимся на области носа и рта, чтобы немного заострить границу губ. Мы можем, например, сократить дополнительный цикл, возвращаясь к объектному режиму, видно, что этот движок теперь более сжат, как мы хотим. Если он слишком острый, ты также можешь немного сдвинуть петли, чтобы освободить их для края вокруг носа. Мы также можем просто добавить еще одну петлю, и она сразу же сильнее защемит складку, поднимаясь вверх по крылу носа, хотя есть точка, где складка заканчивается. Мы можем либо попытаться отделить петли от него, чтобы уменьшить защемление, либо мы можем избавиться от двух близких петель с помощью алмазного автоматического слияния. Редактирование может быть действительно полезным для быстрого перемещения вершин и петель друг в друга. И объедини их, но убедись, что порог довольно низкий. Иначе ты можешь случайно объединить элементы, так что добавь петли в среднюю и заполони два треугольника в один квадрат. Просто знай, что это приведет к небольшому защемлению складки на поверхности из-за трех полюсов. Вместо того, чтобы ослабить защемление, как мы бы сделали, если бы просто продолжили петли и просто заставили их соскользнуть в сторону. Также просто продолжай отмечать уже созданные складки как острые, точно так же, как я пометил заплаты, это то же самое для отверстия для носа, чтобы заострить его край. В уголке рта тоже есть небольшая складка, и для этого мы можем просто подтолкнуть петли немного ближе и убрать их по мере приближения к щекам, глядя на аннотации. Я также вылепил несколько жестких краев на кончике носа и переносица. Значит, им также нужно сделать несколько петель приближения, чтобы оставаться острыми. Прямо сейчас я немного растягиваю лица под кончиком носа. Так что я просто добавлю еще одну петлю прямо здесь, хотя это добавляет дополнительную петлю во рту. Затем это можно немного подтолкнуть вверх, чтобы оно также действовало как петля приближения. Просто следи за тем, чтобы петли исчезали по мере удаления от жесткого края, они не должны доходить до самого рта. Не забудь в Hide Geometry поставить блок голосования в цикле выборов. Теперь речь действительно идет о настройке положения петель, а вершина о том, чтобы сделать это правильно. Складка на переносице определенно более проблематична, поскольку она противоречит расположению пластыря. У нас есть, мы могли бы настроить петли в соответствии с этой складкой, но это делает топологию, возможно, более запутанной и сложной. И мы хотим, чтобы количество опросов было низким. Поэтому вместо этого я просто буду подразумевать жесткий край, увеличивая плотность граней в области в целом. Сделай еще одну петлю и убедись, что она исчезает в отверстии для носа, чтобы не создавать больше геометрии во рту. Слишком большие области топологии. Легкая расслабляющая щетка снова очень полезна. Просто не забудь включить каркасы объектов и отключить модификатор поверхности разделения. Также имейте в виду другие аннотации, такие как ориентиры при настройке этих областей.
Теперь нос и переносица должны быть больше похожи на то, что у нас было в скульптуре. Ты всегда можешь подправить эти области сильнее, например, острые края, уходящие в отверстие для носа от скульптуры, в значительной степени теряются в богатых деталях, если бы я захотел. Я мог бы убедиться, что в отверстие входят несколько петель близости и немного смягчают складку под носом. Продолжая с морщинками вокруг глаз. Мы можем просто выбрать петлю и скосить ее, добавив один дополнительный сегмент посередине, а затем также добавить петлю близости по краю век. Постарайся немного смягчить складку, идущую к внешнему уголку глаза для этого. Ты также можешь снова использовать режим лепки. Теперь у нас есть все первичные складки, но вторичные все еще отсутствуют в уголках глаз. Я просто добавлю пару дополнительных петель близости, но немного увеличу их пространство. То же самое с другой стороны, что также должно вести немного больше петель на переносице, что приятно. Просто всегда следи за тем, чтобы на верхнем и нижнем веках было одинаковое количество петель. Есть еще одна вторичная складка под островками, которая является своего рода той, которую я сгибаю для этого. Мне нужно немного выровнять петли и добавить еще одну, чтобы иметь возможность сгибать ее позже. Это также должно добавить немного больше геометрии, чтобы поддержать изгиб бровей, что очень приветствуется в режиме остановки. Затем ты можешь снова продолжить усреднять некоторые циклы. Теперь мы подходим к брови, которая, похоже, будет очень сложной для этого. Нам, по сути, нужны петли близости для вертикальной и горизонтальной складки, которая подходит прямо к бровям. Мы можем добавить еще одну петлю, которая снова приведет в отверстие для носа. К сожалению, это также делает область артикуляции немного более грязной, но это не мешает основной петле артикуляции, так что все должно быть в порядке. Просто не забудь подправить петли еще больше, чтобы они не были слишком близко друг к другу по умолчанию для вторичных складок на лбу. У меня уже есть 3 петли, чтобы сформировать его, так что я действительно не беспокоюсь об этом. Ну, поскольку одна из 3 петель является частью ориентира, может быть, ты действительно хочешь добавить еще одну петлю между ними. Я оставлю это на твое усмотрение, когда все складки будут готовы. Речь идет просто о том, чтобы убедиться, что доступно достаточно петель для дополнительной клеветы, и чтобы богатые извинения соответствовали оригиналу, лепите как можно ближе. Возможно, есть некоторые острые углы, которые тоже нуждаются в некотором сглаживании. Шест, который у нас есть на лбу, уже довольно заметен прямо сейчас, так что мы, возможно, захотим его отрегулировать, но я намеренно поместил его под объект бровей, чтобы он был в основном скрыт от глаз. На самом деле одна складка, которую я забыл, находится в последней строке, поэтому убедитесь, что есть также 3 петли, доступные для сгиба этой области. Затем продолжайте немного усреднять петли, чтобы они выглядели более чистыми. На этом этапе ты мог бы с таким же успехом удалить связи во рту и глазах, возвращаясь к клевете. Островкам тоже нужны дополнительные петли, чтобы их можно было закрыть. 3-4 кромочных петли должны быть хороши. Здесь и там еще много мелкой уборки, которую можно сделать. Но общая структура письменного извинения на этом этапе завершена для дальнейшей настройки,
Попробуйте переключаться между сборниками извинений Sculpt и Read и сравнивать и настраивать их дальше, пока это не будет выглядеть правильно. Ты даже можешь запустить цикл и исправить выделенные области и посмотреть, как красиво написанные извинения соединяются и перетекают друг в друга. Учитывая все это, ты должен быть готов взяться за остальную часть богатых извинений. В следующих нескольких видео я расскажу о своих первоначальных временных провалах, покажу некоторые альтернативные рабочие процессы и ошибки, которые я допустил, а также дам больше информации о топологии остальной части тела. Принеси извинения за одежду и прическу и закончи все для дальнейших шагов в рабочем процессе.